Всем огромный привет! Сегодня поговорим о влиянии горшка на развитие фиалки. Идет уже вовсю осенняя пересадка фиалок, переукоренение, омоложение, рассаживание деток. Некоторые фиалочки, возможно, застарели, вытянули стволики. У некоторых, возможно, признаки голодания, истощился грунт и так далее. Такие фиалочки, конечно же, нужно приводить в порядок. И один из главных пунктов — это правильно подобранный горшок. Правильно подобранный объем для деток, для взрослых фиалок. Его влияние на рост и цветение фиалки очень важно. Перед собой вы видите те объемы, которые я использую при выращивании фиалок. Это 100-граммовые стаканы. Их идеально использовать для укоренения черенков и выращивания деток. Детки в них у меня растут до состояния стартера. Они прозрачные, удобно в них выращивать, хорошо через них видно, как развивается фиалка, видно всю корневую. И если начинаются какие-то проблемы с корнями, в любой момент вы это заметите. Далее я уже пересаживаю фиалку в объем побольше. Это такие небольшие горшочки, вот такие, или кофейные одноразовые стаканы. Тоже очень удобно в них выращивать, особенно если фиалка растет на фитиле. Вот такой вот стакан ставлю на пол-литровый стакан одноразовый, на емкость с водой. Тоже очень удобно. Вот для примера показываю вам фиалочку. Это такая хорошо подрощенная детка, вся в цвету. Классное шапочное цветение, обалденное. Это розетка первоцвет. И после цветения я пересажу ее в объем побольше. Вот в такой уже горшочек. А первый раз фиалка у меня зацветает в таком вот 100-граммовом стакане. Вот она сейчас сидит. Все ее устраивает, все ей нравится. Цветение отличное. Больше объем и не нужен на первом этапе. Потом уже постепенно увеличиваем этот объем. Когда будет нарощена хорошо корневая, мы уже переваливаем или пересаживаем фиалочку в больший горшок. Такие горшочки есть разных размеров, разных диаметров. Самые большие взрослые фиалки я сажаю максимально в 8. Не нужен фиалке большой объем, большая емкость. Керамические, глиняные, тяжелые горшки лучше не использовать. Вот такие вот легенькие пластиковые горшочки, их будет достаточно. И материал, и размер как раз подходящий. То, что нужно для выращивания фиалки. Фиалка очень быстро в таком вот объеме развивается, оплетает корнями земляной ком и быстро зацветает. По весу такие вот горшочки, стаканы одноразовые кофейные, они очень легкие. Если вы только начали выращивать фиалки, вам будет удобно следить за поливом в них, за влажностью, если вы поливаете через верхний полив, именно по весу горшка. Если легкая фиалочка, значит пришло время поливать ее. В таких вот горшочках уже есть дренажные отверстия, как видите. Лишняя вода не будет застаиваться, корни не будут загнивать, будет хороший воздухообмен
фиалка будет одним словом дышать в таком горшочке. В кофейных чашках придется самим сделать дренажные отверстия, вот такие. Я просто снизу ножницами по краю стаканчика буквально несколько штук делаю эти отверстия. Ножницами очень удобно. Делать нужно обязательно эти дренажные отверстия, чтобы лишняя вода не застаивалась. Если посадить фиалку в большой горшок, сейчас покажу поближе для наглядности. Вот такой вот горшок. Это десятка в диаметре. Качественного роста и цветения не будет. Вот такие вот огромные горшочки я не использую. То есть в диаметре я беру 7-8. Ну, девятка это предел. Десятка вот я уже не пользуюсь. Очень долго придется ждать, пока фиалка оплетет корнями горшок, и цветения вы будете ждать очень долго. Это одна из причин, почему фиалка не зацветает. Вот это я вам показываю горшочек. Вот он такой вот огромный, но есть еще больше. То есть сажают в еще большие объемы, которые совершенно не подходят. Они очень большие для выращивания фиалок. Если вы посадите такую вот небольшую фиалочку или еще меньше в такой вот большой объем, очень долго фиалка будет сидеть на одном месте. То есть должна быть не фиалка меньше горшка, а наоборот горшок меньше в несколько раз самой фиалки. Это золотое правило. Если у фиалочки будет мало корней, она будет маленького размера и будет сидеть в таком горшке, вы будете поливать фиалку, и она просто будет загнивать. Она не справится с таким количеством воды на такой объем. Поэтому золотое правило — это маленький горшок в несколько раз меньше самой розетки. Чем меньше, тем лучше. То есть фиалочке достаточно буквально небольшого клочка земли, чтобы она быстро развивалась, быстро оплела корешками земляной ком и быстро зацвела. Вот это все, что касается выбора горшка, какой объем более подходящий при выращивании фиалок. На этом, друзья, я буду заканчивать это видео. Всем отличного настроения. Если у вас остались вопросы, задавайте. Оставляйте их в комментариях. Пусть фиалочки радуют вас своим цветением. И до новых видео. Всем пока!